Доброе утро, народ! Вы будете смотреть окраины Буэнос-Айреса. Почему окраины? Потому что это не центр города. Я проходил здесь, а вот, кстати, тоже есть. Ну, одним словом, я проходил здесь техосмотр. Здесь очень много вот этих центров техосмотра в этих краях. Это окраина Буэнос-Айреса. Вот у меня сегодня было на 9 часов запись на техосмотре. Я приехал раньше, посчитал, что будут пробки ехать в микроцентр. Приехал на час раньше, думаю, посижу. Но подошел, спросил, они говорят, да, очереди нет, давай, заезжай, да и все. Так что я вот 8 часов, я уже прошел на час раньше свой техосмотр. Сейчас не переклеивают, у нас такие бирочки клеят со штрих-кодами на этот самый. Раньше каждый год их переклеивал и на переднее стекло. Но получалось так, что за 10 лет у тебя столько бирочек там приклеенных, что надо ножом отдряпывать, отмачивать. Одним словом, решили в прошлом году клеить бирочку такую штрих-кодом одну, и потом просто перезаписывается на твой штрих-код, что ты прошел техосмотр, и все. Так выдается только бумажка, что ты прошел техосмотр, и ее возишь в бардачке. А для сканирования сканирует тот же самый штрих-код, там уже переписана информация внутри в компьютере. Одним словом, прошел техосмотр, едем дальше. Поеду куда? Поеду в сторону центрального рынка. Почему? Потому что это единственное место пока что, где я езжу, у меня вечно не срабатывает мой телепас. И телепас — это такой чип на машине, который, когда проезжаешь по платным дорогам, снимает оплату прямо с этого самого, прямо с тебя, списывает там с банка. Одним словом, есть одно место, видите, в провинциях тут так, красный, не красный. Есть одно место, где меня никогда не могу подъехать, их офис закрыт все время. В то время, когда я проезжаю ночью в сторону аэропорта или на рыбалку, возвращаюсь ночью, а они работают в рабочее время. И вот я сегодня выделил, думаю, нет, наконец-то надо решить, поехать прямо к ним и решить, в чем проблема с моим чипом. На всех пунктах оплаты дороги он срабатывает, единственное, где не срабатывает, это вот в этом месте. У нас завтра обещают грозы, дожди. Я даже надеюсь, что это будет Санта-Роса. Сейчас вам немножечко объясню для любителей Аргентины, что такое Санта-Роса, а потом о чем-то другом поговорим. Санта-Роса, как правило, у нас бывает от 20 августа до 10 сентября. Бывает такое, что проходят такие первые грозы весенние. Вот такие, знаете, грозы, молния, гром, грозы. Первые весенние грозы. 200 метров поверните налево, и вот потом поверните направо. Предполагаю, что это будет именно вот Санта-Роса, что это пройдут вот эти грозы, о которых я говорю. Может быть, да, может быть, нет. Не каждый год бывает. Это, в принципе, народная примета. Но не сказать, что там прямо 100% это всегда бывает прямо так. Надеемся. Так, я так немножко затыкаюсь, ребятки, потому что я точно не знаю здесь, как ехать. Я вот... Сейчас мы ее тише сделаем. Подсказочницу нашу, которая мне подсказывает, как поехать. Я выставился, что мне надо в такое-то место из другого конца города, где я никогда, в принципе, приезжаю раз в год на техосмотр. Одним словом, надеюсь, что пройдут грозы. Хорошо, что я успел с техосмотром сегодня, завтра уже не очень было бы хорошо. Так, вот уже автописта, вот автобан. Там сверху мы к нему подъезжаем, и я вот смотрю, как на него вырулить правильно. И по нему мы и поедем в этот офис. Почему-то сегодня проснулся, не почему-то я проснулся рано, я всегда просыпаюсь рано. Я хотел сказать, что проснулся сегодня и вспомнил почему-то про телевизор. И думаю, ребята, кто помнит свой первый телевизор? Цветной, я имею в виду, цветной. Я что-то прикинул, думаю, какие мы все-таки древние, в особенности я. Я еще помню первый цветной телевизор, прикидываете? И вот сегодня именно почему-то я вспомнил эту тему телевизоров и думаю, так, кто-то будет вспоминать и скажет, и я помню, там был типа цветной такой телевизор, Рубин назывался, да, был такой цветной телевизор, назывался Рубин, это все прекрасно, но... Есть маленькое но, я помню еще более цветной телевизор. В моей жизни был еще более первый цветной телевизор. А знаете какой?
Рубин, по-моему, где-то мне лет 7 было, да, где-то в 67 году вышел первый цветной телевизор массовый такой, Рубин. Ну, понятно, дело такое. Но у моего соседа был телек, знаете какой? Во-первых, первые телеки, которые я помню, может, конечно, я жил как бы тогда в селе, а не в этом, не в городе. Может, в городе было что-то другое, но у нас в селе было первый телек, который я помню. Они были совсем маленькие экраны. То есть сам телек был очень-очень здоровый, а экранчик был очень маленький на нем. То есть такой, наверное, сантиметров 25 на 25 всего-навсего такой экранчик был. А может, я уже и точно в сантиметрах не знаю. Ну да, наверное, может, даже и меньше был. И вот когда... Так, я же посмотрю. Ага, после моста надо повернуть не налево, я просто про это. И вот это самое, что получалось. Прикидывайте, такой маленький телевизор, ну, в смысле, маленький экранчик и такой большой-большой сам телевизор. И как его увеличивали. Вот мне что-то так запомнилось, когда такие маленькие экранчики, и хочется смотреть больше телевизор. Знаете, что было? Ставили перед этим самым, перед экраном телевизора на подставке такая, два стекла, а между ними налитая вода. Получался такой, как рыбий глаз, получался такой, как аквариум, можно сказать, выпуклый аквариум такой ставился перед телевизором. И прикидывайте, это увеличивало изображение. Вот что-то я как вспомнил, думаю, блин, сейчас уже искусственный интеллект живем, там, применяем, то, все, уже, ну, обычное явление. А так я вспомнил, думаешь, за вот эти годы сколько изменилось технологий, сколько вот от таких телевизоров до искусственного интеллекта. И вот цветной телевизор, который я помню у соседа был, это был такой же черно-белый телевизор, но в этом черно-белом телевизоре был прикол. Они покупали первую цветную пленку, которая была такими вертикальными полосами, все цвета радуги, прикидываете. И вот эти полосы, получалось так, что ее просто вставляли в цветную пленку перед этим самым, перед экраном телека. И получалось, когда бежит какой-то артист там справа налево, он сначала бежит по синей полосе, там по красной полосе. Ну, в общем, вы поняли, да, по цветам радуги бежит этот артист, и это получалось цветной. Он перебегает, там он синий, там он зеленый, там он дальше бежит. Вот какие были первые цветные телеки. Офигеть! И сейчас, я же говорю, мы осваиваем искусственный интеллект. То есть даже не пойму, кто кого осваивает. Мы искусственный интеллект нас осваивает. Это пипец, как все поменялось. А у вас интересно, какой вот первый телек в жизни был? Я имею в виду вот такой вот, еще же они все ламповые были. Я помню, у нас куча ламп разных. И все, главное, что все в селе знали, как ремонтировать телевизор. И не надо было, там никто не заканчивал никаких курсов, ничего. Все знали, ага, посмотрел, там лампа черная, ну и фиг с ней, значит, она сгорела. Пошел, купил такую же лампу, туда ее втыкнул, и все, такие лампы. И телек работает. О, не надо там выпаивать, что-то маркировки искать на каких-то там транзисторы, фиисторы, блин. Вот было просто, блин. Посмотрел, почернело, значит, сгорело. Постучал, пошевелил, если не заработало, значит, все, блин, выкидываешь новую, ставишь, которая не черная. На тому и делу с концом. Вот так, ребятки. А сейчас борюсь с автоматизацией. Я, кстати, сниму обязательно видео. Я там, некоторые люди попросили, сниму видео про то, как сделать сервер и как сделать автоматизации. Просто я эти 2 дня тоже заканчивал на один канал свои автоматизации, чтобы они печатали как минимум мои фотографии. То есть я как сделал, вот смотрите, мы всегда, ну как бы, если просто какие-то картинки печатать, неинтересно, а если взять хорошие интересные фотографии, приготовить их много, и в определенное время автоматизация будет брать какую-то фотку, но реальную фотку, допустим, фотку с рыбалки, где ты тянешь рыбу, или ты стоишь с какой-то рыбой, или еще с чем-то. И сначала она ее отошлет. Так, мы тут смотрим, как
как объехать, а потом будем дальше рассказывать. Сначала она ее пошлет искусственному интеллекту, тот определит, что на фотографии есть. Понятно, он не определит, что это там Леня, Вася или Петя, но он сможет определить, что там рыбак держит рыбу и все в таком духе, да, что он там веселый, стоит на озере там или на реке. И она опишет эту фотографию и потом опубликует. Допустим, там, ой, классная рыбалка, смотрите, какого карпа я поймал. Смотришь, вот нормально уже, на что-то толковое похоже. Вот я вчера такую делал. Так, свистит, что радар скоро. Ну вот, у нас, кстати, знаете, да, если вы там что-то нарушили, ну, во-первых, я сразу скажу, что очень дорогие у нас штрафы. Я не к тому, что там жаловаться, не жаловаться, просто рассказываю. Штрафы у нас реально дорогие. Так, через 500 метров показано, мне надо сворачивать. А я что-то как бы совсем так это разгоняться собрался. Потом, кроме того, что вы заплатите штраф, вам еще снимаются такие, есть у нас, называется, пункты. То есть у нас каждый водитель имеет там определенные пункты. То есть очки. И вот за плохое вождение эти очки могут с тебя сниматься. При каждом твоем нарушении снимаются очки. Если ты вдруг вовремя заплатил штраф, то есть, к примеру, ты что-то нарушил, тебе пришел штраф, там, не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч или сколько хочешь тысяч, у нас оно такое. И тебе приходят и говорят, сначала заплати добровольно, типа, половину суммы хотя бы. И если ты это платишь, ты такой добровольно, ладно, ребята, я, да, был неправ, но я сейчас все вам оплачу, 5-10, и платишь. Тебе сразу как бы отсчитываются еще 50% этих пунктов, которые ты теряешь, наподобие, ты там 8 пунктов потерял. Но ты платишь вовремя, и, соответственно, получается так, что тебе говорят, ладно, за то, что ты такой хороший Вася, заплатил сразу половину штрафа, значит, 4 пункта мы тебе как бы возвращаем. Да ё-моё, как не объеду этого грузовика. Так, куда держать? Ага, так держать, понял. Через 80 метров держитесь левее и продолжайте движение по трассе А1. Держитесь левее. То есть мы возвращаем тебе половину твоих пунктов. А потом еще даем такой виртуальный курс, куда ты должен пойти, посмотреть его, ответить на вопросики, и тогда тебе еще вернется немножко твоих пунктов. Если ты это не сделаешь, то нет, не вернется. Одним словом, ребята, будьте осторожны с этими всеми делами, лучше не рисковать. У нас в Буэнос-Айресе все больше и больше становится радаров на каждом углу. Продолжайте ехать по дороге 16 километров. Очень хорошо. Почему я должен ехать 16 километров? По какой дороге? Наверное, по этой. Ага, во, все, я разобрался, где я еду. Это вот телевидение, видите, вышки такие. Телевидение, значит, теперь это идет в сторону Эссейзы, в сторону аэропорта. Вот эта дорога идет. Все, теперь понял. А то никак не мог разобраться, где по каким дорогам я катаюсь. Вы же знаете, не так все просто. Так вот, ребятки, о том я и говорю, что как все изменилось. От радио, которое было еще по проводочкам, втыкалось в розеточку, телевизоров, которые были с пленочками и с такими водяными аквариумами. И сейчас, в последнее время, кто когда видел свой телевизор? Ну, я не знаю, может, кто-то и видел. Я, к примеру, у нас он висит, знаете, когда лично я его включал, ну, вот, я. То есть у нас периодически бывает ник включает, это когда футбол какой-то. И вот когда там идут матчи, и по телеку их показывают, вот ник приходит, включает телек и смотрит этот матч. Все. Лично я включал телек, ну, думаю, на Новый год не включал, не перестали смотреть эти всякие огоньки, фиганьки. Ну, наверное, года 2 назад, 3 назад, да больше. Да, 2-3 года назад. То есть в комнате есть телевизор, 2-3 года назад я его, наверное, последний раз включал, и то, наверное, на какую-нибудь
когда друзья приходили, и была этот самый, знаете, какой-нибудь праздник наподобие Нового года, еще Рождества какого-нибудь, и мы включали периодически на него, выводили с компьютера, чтобы был концерт какой-нибудь, который тебе как фон играет, там что-то музыка и все. Вот как все поменялось. Вот про эти телепеахи, ну вот эти вот, ну, оплату за дорогу, я имею в виду, смотрите, видите, зелененьким написано телепасы. Это чипы на машинах, то есть ты должен проехать, и у тебя должно сняться деньги с банка и все. А вот где красненьким, там написано эффективо, видите, там это наличкой. И вот везде мои как бы должны срабатывать, а вот на том, куда я еду, вот не срабатывает, и хоть ты тресни. Сколько тут за проезд? Около 2000. Вот, смотрите, видите, авторизадо, уже зеленый свет, то есть я проехал и проехал. То есть с меня уже деньги сняты. А вот на той штуке, куда я еду, там у них два таких поста есть. Один в сторону аэропорта и второй еще за аэропортом. И вот только у них, у меня постоянно говорит, вы не авторизированы проезжать. До этого было еще смешнее. До этого было в том плане, что не то, что вы не авторизированы, а едешь в ту сторону, то есть от города, и срабатывает. Едешь обратно, говорит, вас в системе нет. На том же самом месте. То есть, и что ты будешь ругаться, то есть, я спрашивал, говорю, как так, вот, как так бывает? Я ж туда проезжал, написано там, типа, авторизированный. А они говорят, не знаю, мы эти самые, иди в офис, разбирайся. Мы ж, типа, эмплеады, типа, работники наемные, то есть, сидим на кассах, мы кассиры, нам-то что, мы в системе неведомы. И вот, когда, говорю, ваш офис работает? Ну, вот офис работает там в рабочее время с понедельника по пятницу. Вот именно по этой причине я туда и еду. Смотрите, в город какая пробка, это мне сейчас возвращаться, пипец. Вот это вот, куда я еду, вот смотрите, надо было свернуть в город, и как-то со стороны города теперь придется еще 2 раза заплатить за проезд. То есть сейчас мы заплатим за проезд через этот пункт, потом вернемся через эту пробку, которая вот через на Меркадо Либре развернемся и поедем снова. А ну тут нету куда-нибудь вот остановиться в сторону, чтобы каким-то образом через другое место вернуться. Так, что это у нас? Что это у нас? Там телепасы. Нету. Значит, так как он у меня не срабатывает, надо ехать, значит, вот на мануале, там где-то останавливаться. Прикидываете? Вот сейчас. А вот офис, он там стоит за углом. Надо где-то здесь пробовать. Вот и смотрим, сработает или нет. Здесь телепасы и мануаль. Мануаль — это оплата за дорогу ручная, и телепасы это, видите, не срабатывает. Не открыл. Hola. Hola, buen día. Una pregunta, para ir a oficina, ¿cómo es? Está cerrado hasta ahora, maestro, a partir de las 9. Bueno, voy a esperar porque vine principalmente para ¿Qué le eso. pasa y ni así? No, no hace, mira, no funciona. Por toda autoписта. Жду, пока откроется. 10 минут еще осталось. Вот это, видите? Надо ждать вот эти, написано телепасы, зеленые будочки. Что они скажут? Я пошел сначала к другим, которые вон Арба, это, не знаю, что они здесь делают. Это Арба. Ну, что-то делает. Тут полиция собирается тоже. Что-то выставляет палочки, может периодически кого-то будут останавливать. За мной еще ребята приехали, уже ждут. Вот спрашивали, что на телепасе или нет, вот в этой машине сидят. Ну что, ждем 10 минут и все решится. Или не решится. Итак, ребята, смотрите, вот здесь выждал немножко, пару человек было, перескочило передо мной. Порешал, значит, оказывается, где-то я когда-то проехал и не сняло. Но дело в том, что это было еще в 21 году. В 21 году я где-то проехал один раз, и видно, когда-то у меня было, что подключено к одной карточке банковской, а потом я сменил карточку. И, наверное, где-то произошел щелчок, как бы пересмене карточки, что она где-то осталась. И вот сейчас
середина 25 года, вот из-за этой штуки, которая там в 21 году где-то было не заплачено, 4000, это $4. Ну, да, ну, грубо выражаясь, так не будем учитываться. И вот это не срабатывало. Сказали, все, я тут быстренько как бы оплатил, ну, не наличкой, а перечислением эти 4000 песо. И дали бумажку, что все оплачено. Сказали, через 48 часов все будет типа включаться. Так что все, идем в машине, едем. Вот так вот решил. Оказывается, был какой-то заскок 21 года. Прикольно. Я и не знал, нигде никаких имейлов не приходило, ничего. Просто начало потихоньку как бы не срабатывать. И вот такое дело. Ладно, погнали работать сегодня.